Привет, Арми. Отъезд Тэхёна и Чингука из BTS из Инчхона был не просто путешествием, это был момент, полный смысла, надежды и эмоций. Два самых очаровательных участника BTS, Ким Тэхён и Чингук, вновь привлекли внимание всего мира, появившись в международном аэропорту Инчхон. В то утро корейское небо было окутано легкими облаками, но атмосфера в аэропорту была наполнена энтузиазмом и всепоглощающей любовью Арми. Они прибыли еще на рассвете, ожидая, надеясь хоть мельком увидеть лица своих кумиров. И когда они наконец прибыли, воздух вибрировал от радости и невысказанной надежды. Ким Тэхён появился в мрачной, но элегантной ауре, в длинном черном пальто, развивающемся на ветру, спокойным, но загадочным выражением лица. Тем временем Чингук появился в потрясающем непринужденном спортивном стиле, свободная куртка, черная шляпа и маска, которая не могла скрыть блеск в его глазах. Они шли бок о бок, не спеша, словно желая насладиться каждым мгновением, проведенным с поклонниками. Тэхин медленно помахал рукой, завораживая взглядом, в то время как Чингук нашел время оглянуться, чтобы убедиться, что Тэхин не отстает. Их язык тела говорил больше 1000 слов. В нем было тепло, была защита, был комфорт, который невозможно подделать. По сообщениям СМИ, этот уход был связан с личными делами и международным сотрудничеством, которое до сих пор оставалось секретом. Но Арми уверены, что какой бы ни была цель, это будет особенная новая глава. Мода, музыка и обаяние обоих слились в одно захватывающее визуальное повествование. Мировые модные аккаунты тут же проанализировали их образы, от обуви до аксессуаров, от стрижек до силуэтов пальто, все служило вдохновением. Тэхён, амбассадор Серлин и Cartier, известен своей уникальной и артистичной эстетикой. Чингук, икона Calvin Klein, задает тренды своей мощной, но в то же время нежной манерой поведения. Дело не только в моде. Короткое видео их общения в терминале стало вирусным, набрав миллионы просмотров в TikTok и Instagram Reels. Их скрытые улыбки, приветственные взмахи рук и многозначительные взгляды – все это создавало невероятную радость. Армии из разных стран участвовали в мероприятии с хэштегами «Решетка Вюнка Агдипартури» и «Решетка Таека Акатинчион», которые стали трендами за считанные минуты. Для фанатов этот отъезд был связан не только с местом назначения, это было путешествие сердца. Некоторые предполагали, что они будут выступать на неделе моды в Париже, другие говорили, что снимают секретный проект. Но одно было несомненно, этот момент доказал их связь. Крупнейшие СМИ, такие как Dispatch и Nusran, опубликовали статьи с заголовками вроде «Ким Тэхён и Чингук сияют в аэропорту Инчхон» и «Тропливый отъезд». Они были не просто визуальным дуэтом, они были сияющими душами в этом напряженном мире. Тэхён и Чингук, несмотря на обязательную военную службу, получили особое разрешение на этот отъезд, что символизировало важность их текущих планов. Эйяр и Муай чувствовали, что это не просто обычное путешествие, это был символ доверия, сотрудничества и глубокой любви. Возможно, из-за иллюминатора самолета они видели толпу машущих им фанатов. И хотя их голосы были приглушены, мир чувствовал трепет в их сердцах, когда они беззвучно говорили «Мы вернемся с чем-то необыкновенным». Потому что, в конечном счете, несмотря на то, что мир меняется и время идет, любовь между BTS и AR всегда будет вечной, непоколебимой и постоянно растущей. Сцена того утра в международном аэропорту Инчхон была незабываемой. Крики фанатов, щелчки фотоаппаратов и эмоциональная атмосфера, царившая в зоне вылета, создавали неповторимую атмосферу. Но дело было не только в отъезде двух суперзвезд, но и в том, как Ким Тэхён и Чингук заботились друг о друге так, что понять их могут только по-настоящему соединенные сердца. Когда они шли бок о бок, фанаты заметили один трогательный момент. Тэхён время от времени держался за левую руку, словно защищая ее от чего-то. Но не потому, что она была ранена, а потому, что на этой руке висел браслет, похожий на браслет Чингука, небольшой символ, хранящий глубокую историю. Это движение было таким естественным, но в то же время несло глубокий смысл. Некоторые армии даже назвали его защитным жестом, словно Тэхён охранял что-то очень ценное. Вскоре после этого Чингук повернул голову к Тэхёну, словно желая убедиться, что с ним все в порядке. Возможно, они и не говорили много, но язык их тела говорил красноречивее всяких слов. Когда Тэхён отстал на несколько шагов,
Чингук замедлил шаг. Этот небольшой жест привлек внимание многих поклонников. «Он всегда ждет ее», — написала одна армия в Твиттере. Даже среди толпы и плотного графика. СМИ горячо запечатлели этот момент. Короткое видео, где они переглядываются со смехом, мгновенно стало вирусным и считается одним из самых трогательных моментов Ким Тэ-хёна и Чингука в этом году. Реакция пользователей сети разная, но большинство сошлось во мнении, что их взаимодействие передавало невероятную теплоту. Один из комментаторов заметил, им не нужно ничего делать, просто идти рядом, это как сцена из фильма. Эксперты по языку тела из корейских СМИ даже провели анализ того, как взаимодействие Ким Тэ-хёна и Чингука демонстрировало эмоциональный комфорт и глубокую связь. Когда двое могут находиться в одном пространстве, почти не говоря, но при этом понимать друг друга, это и есть язык любви в чистом виде. Когда они наконец вошли в терминал вылета, Тэ-хён повернулся к толпе. Его легкая улыбка передавала не только благодарность, но и необъяснимые чувства. Он словно хотел сказать «Мы вернемся». И в последнюю секунду Чингук помахал камерам, снимавшим их. Простой завершающий момент, но оставивший глубокий эмоциональный след в сердце каждого, кто его видел. На светодиодном экране в зале ожидания аэропорта отображалось время вылета их рейса. С каждой секундой название рейса приближалось к статусу посадки. Снаружи фанаты все еще стояли, надеясь увидеть их в последний раз перед взлетом. И когда их самолет наконец медленно двинулся к взлетной полосе, некоторые армии начали плакать. Потому что в этой тишине царило едва уловимое, но ощутимое чувство утраты. Но, как всегда, BTS так и не расстались по-настоящему. В каждом мгновении, в каждом шаге, в каждом взгляде, в каждом, казалось бы, обычном, но многозначительном прикосновении к руке звучало послание любви к их вечно преданным армии. И на этот раз отъезд Ким Тэ-хёна и Чингука был не просто перелетом в другую страну. Возможно, это был небольшой шаг к чему-то большему, к сотрудничеству мечты, легендарной фотосессии или даже к истории, которой они пока не были готовы поделиться. Но несомненно было то, что в своем уходе они не были одиноки. Потому что сердца миллионов армий со всего мира сопровождали их, посылая молитвы и любовь с каждым шагом в аэропорту тем утром. И когда двери самолета закрылись, мир знал одно, куда бы они ни отправились, их любовь и наша оставалась.